Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Меня зовут Ирина. Всем привет из Севастополя. Просили меня зрительницы рассказывать о питомцах. Как-то мелькнуло в кадре. Потому что у многих из нас есть верные друзья. И у меня есть собачка чихуахуа породы. Зовут Юлочка. Да, Юлочка? Вот такая красоточка. Она уже взрослая, ей 7,5 лет. Очень компанейская, дружелюбная, добрая, верная. Мы очень любим, и она нас очень любит, предана, ждет всегда. Вот. Умная очень собака. Да, Илаш? Илаш. У нее интересный окрас, глазки разные, вот как у хаски. Эта сторона у нее получается коричневая, а здесь белая мордочка. И глаз здесь получается голубой, а здесь чисто карий. Вот такая у нас особенность. Да, изюминка, как сказал ветеринар. Это ваша изюминка. Вот. И окраска ее очень символична. Похожа на полуостров Крым и вокруг Черное море. А так вот, Крым, наш Крым на ее спинке. Что, пойдем снимать видео? Будешь помогать? Будешь помогать? Или будем копать? Копать, да? Копаем. Что там? Боже мой. Ну все, давай пойдем работать. Да, пойдем работать. Устал. О, устала. Устала. Все. Устала, да? Все. Хвостик устал. Да? Хвостик устал? И первой хочу показать вам вот эту красавицу. Это орхидея. Если я правильно выговорю первое слово, то она идет Джанбао ангел. Давайте просто называть ангел. Эту красотку я купила подросткам в размере 2,5, 2 с хвостиком года назад, в декабре 22 года. Зацвела у меня эта орхидея через год. И, в принципе, она так и цветет. Один раз в год зимним цветением. Продолжительность цветения 3-3,5 месяца. Дебютировала она 2 цветочками. Потом второе цветение у нее получилось на 2 цветоноса. Один цветонос у нее был из почечки предыдущего цветоноса и один новый. По 2 цветка на каждом цветоносе. И цветочки размером вот эти 7 сантиметров. Предыдущие были до 8 сантиметров. У этой орхидеи, к сожалению, розетка небольшая. Растет она медленно. И вот как бы по размеру подросток напоминает. Отращивает листики и отсушивает нижние. Так бы, конечно, если бы розеточка у нее была побольше, я думаю, она цвела бы попышнее. Пересаживаю я ее в закрытую систему. Последняя пересадка вот в июле прошлого года. Корневая у нее хорошая. Здесь у меня кора, мох,
циофлора. И я ее посадила по своей методике с трубочкой для аэрации нижних слоев закрытой системы. Я использую такую трубочку, чтобы нижние слои больше получали воздух. Вот такой прекрасный пилор. Кто любит пилоры, я думаю, вам понравится этот великолепный тюльпанчик. Еще один великолепный пилор у меня распускается. Вот такие ягодки, бутончики. Название я не знаю. Случайно я рассказывала эту историю, когда я случайно купила в маленьком цветочном магазинчике среди роз и других цветов. Продавец выставляет на продажу 2-3 орхидеи. И случайно я пришла за букетом на последний звонок и увидела эту орхидею. И вот она долго не цвела после покупки. Долго была цветущей. Вот когда я купила цветущую, она распустила все бутоны, очень долго цвела, месяцев 4 или 5. А потом очень долго не зацветала домашним цветением. И вот сейчас у нее такой разветвленный цветонос, такая мультифлорного типа. Цветонос очень толстый. Она, в принципе, и первым домашним цветением зацвела, разветвленным цветоносом. Посмотрите, какие у нее толстые вот такие веточки. Прям плотные-плотные, как трубочки. Интересный сорт. Подскажите, если знаете, узнали, что это за орхидея. Имеет вот такую розеточку елочкой. Живет у меня в закрытой системе. И вот я ее в закрытой системе также на фитилек посадила. Так что ждем полного распуска. И я вам потом покажу. Перед вами прекрасная классика. Орхидея Пасадена со своим роскошным цветением. Здесь у нее новый цветонос и цветонос из почки предыдущего цветоноса. Всего сейчас на ней 15 цветов. И посмотрите, как она шикарно уложила их в каскад. Пасадена у меня первая спасенная орхидея с лета 2020 года, когда я ее забрала из медицинского центра в плачевном состоянии. Она там была в такой узкой колбе, росла, чисто для декорации. Была куплена и поставлена в колбу стеклянную. И она там, конечно, была пересушена, объедена. И мой первый опыт удачный, благополучный. И орхидейка меня отблагодарила через год первым домашним цветением. У нее очень красивый такой дымчато-розовый оттенок. Она немножко уже подвыгорела. Она цветет уже давно, наверное, месяц точно, как полный распуск. А вообще, по моим записям,
она варьирует цветение. Где-то было 3 месяца, где-то 5, а где-то 6. Вот такая прекрасная шапка. Великолепный каскад. По размеру цветочек, вот этот последний 9 сантиметров, а вот этот видно, что покрупней, до 10 сантиметров. Розетка у нее крупная. Такой есть характерный у нее рисунок. Вот видите, вот такая вот как бы белесые такие у нее пятнышки. Особенно на молоденьком листике хорошо видны. На этом листе уже не так. Крупные у нее корни, очень толстые, с фиолетовыми кончиками. Она вообще очень много дает корней. И растет у меня этот горшок уже 3,5. Я ее пересадила, сейчас скажу. Пересадила ее вот в декабре буквально, да, перед Новым годом. В прошлом году в двойной горшок 3,5 литра. И фитиль пустила посадку. Поливаю проливом, составление воды, вот так вот, и чуть-чуть захватываю. И фитиль поднимает и питает орхидею. Видите, посадка у нее еще свежая. Вот я ее просто вот перевалкой вытащила, поставила и вот обложила такими крупными кусками коры. Мох и фитиль, на дне керамзит. И вот уже корни какие пошли от шеи. Еще одна прекрасная классика. Это орхидея Вашингтон. Порадовала меня цветением в этом сезоне вот таким разветвленным цветоносом. У нее получается основной цветонос и ответвление вот одно, второе, третье, четвертое. И вот продолжение основного цветоноса. И на конце, как ягодка, да, на тортике, вот такой вот сросшийся цветочек. Общее количество цветочков 15 также, но размер помельче. Она обычно цветет, такой вот у нее ближе к крупному цветы. Сейчас в среднем до 7 сантиметров. Цветочков много, цветонос разветвленный и немножко цветок мельче. Также не ожидала у нее такого цветоноса большого, потому что я ее относительно недавно пересадила. Вот, также перевалка и вот фитиль. Только не опустила, а вот так, просто до дна. И мох, также крупная кора. Я ее подзапустила, конечно. Она мне стояла в глубине наверху стеллажа. И измельчали листики, то есть у нее было пропадание корневой системы, был заболочен горшочек предыдущий, и я, если честно, не видела, сколько наливать воды, потому что были водоросли. Как-то я не пересадила ее вовремя. И она вот потом несла на пересадку, задела, она мне упала, сломала центральный листик. В общем, хозяйка никудышная. Но вот пересадила, и красивый у нее лист, вы знаете, Вашингтон. Также вот такой вот краб. И она мне дала такой роскошный цветонос. Когда она стала его ветвить, я была в полном восторге от моей старушечки. Она меня одна из первых
17 году. Я тогда купила несколько орхидей, совершенно просто порадовать себя на 8 марта. Поставила их и совершенно была далекая от, от ухода за ними. И даже не ожидала, что так поглотит меня наша орхидейная страна. И я стану обладателей не одной сотни орхидей. Перед вами еще одно произведение орхидейного искусства. Это Биглип Yellow Kiss. Он также уже полный распуск как месяц. Решила я вам все-таки достать эти красивые орхидеи, эти каскады поближе показать, потому что есть на что посмотреть. Он немножко подвыгорел, но, в принципе, распускается такой вот нежный, такой пастельный оттенок. Немножко желтизна, немножко беж и вот такая розовинка от колонки и на губке этого биглипа. Это цветение на 2 цветоноса новых. Цветочки 8,5-9 сантиметров. Не маленькие, хотя вот 2 цветоноса у этой орхидеи. В принципе, на цветоносы он не жадный. Или из почки дает цветонос и плюс новый. Или вот как сейчас 2 самостоятельных цветоноса. Эта орхидея попала ко мне по почте. Был у меня такой опыт, причем не очень удачный. Это было лето, как раз так жарко было, конец августа. И я нашла 6 дней. Это вот как раз от Натальи Королевой. Я тогда заказала эту посылку. Был венецианский карнавал, и который потом пропал у меня. Я вам рассказывала. И вот этот биглип. У него зажелтел листик. Я тогда написала Наталье, она сказала, наблюдаем. Но, в принципе, вот он выжил. Все нормально, обошлось. Пришли они, конечно, в таком непрезентабельном виде. Цветоносы были поломаны. Ну, естественно, увядшие. И плюс еще и желтел лист. И, ну, потом я лечила и венецианский карнавал. И я тогда поставила жирную точку. Это была моя первая и последняя посылка по почте. И я, в принципе, вот до Валберриса, как я вам показала, выписала, это вот я рискнула. И через много лет я как бы заказала орхидею по почте, но по Валберрису, где доставка намного быстрее. А так я тогда написала Наталье Королевой, я заказала, написала, что, ну, фотографии прислала. Она сказала, наблюдаем за желтизной. И я по поводу поломанных цветоносов и непрезентабельного вида, она написала, что вы покупаете сорт, как бы не цветущую орхидею, хотя я же цветущую орхидею рассчитала на эту красоту. Ну, вот так продавец считает, что вы покупаете сорт, а деньги, заплаченные за цветущую орхидею, как бы это по умолчанию. Посмотрите, какая большая, красивая розетка у этой орхидеи. Посажена она также в горшок 3-3,5 литра или 2,8. Двойной горшок. Здесь не фитиль, просто у меня полив с оставлением воды в дренажном слое. И вот уже такие корни большие. Пересажена она была в этот горшок 1,5 года назад. И вот я смотрю, уже как бы просится
на пересадку снова. Вот такая красавица. Крупная барышня уже. Растущие корни. Видите, уже раскуклились уже орхидея. Смотрите, видите, перемычка и уже растущий корень. Уже орхидея нацелилась на вегетацию. И будет уже цвести и все делать параллельно. Вот такая красота. Такие каскады. Продолжаю показывать вам шикарные каскады. И перед вами эта беляночка от фирмы Декорум. Название я не знаю. Когда я ее купила, она была на каскаде. Красивая орхидея. Крупноцветковая. Цветочек у нее до 11 сантиметров. Я подумала, что это у меня Сога Юкидан. Но мы все, когда покупаем крупные цветково-белые орхидеи, думаем, что Сога Юкидан. Но когда у меня расцвела азиатская орхидея Сога Юкидан, то у меня даже есть видео на канале, где я сравниваю обе эти орхидеи, и есть отличия. Сейчас на этой орхидее цветут два таких шикарных цветоноса. Со стороны смотрится как белоснежное облако. Вот так вот. С ярким акцентом желтенького цвета. Но красота. Очень, конечно, белые орхидеи выигрышно смотрятся. И вот среди вот пестроты она, конечно, королева. Хороша. Поскрипывают у нее цветочки. Они у нее не сильно мягкие. То есть они мягкие, но в то же время пружинят. А сегодня орхидейки как сговорились. На ней также 15 цветков. Вот они вместе стоят, и, видимо, там у них был договор. А давайте зацветем на 15 цветков. И вот я сколько уже вам показываю сегодня красавиц с одинаковым количеством цветочков. И вот, собственно, персоны перед вами король Сога Юкидан или Юкидиан, как правильно кто называет перевод. Вот он, красавец. Каскадник знатный. Это ответвление у него. Он цветет, смотрите, вот не одно колено у него процветает из почки. Поэтому не обрезайте цветонос полностью, а до живой почки, потому что он часто будет вот почки и выпускает вот такие шикарные длинные каскады, даже второго, третьего колена. Немножко, правда, они у него в разные стороны. Вот особенности его, вот у меня такое освещение, что все-таки одна часть цветочка в одну сторону, другая часть у него в другую развернуты. Очень крупный цветок. Пока он у меня достигает размеров 11-11,5 сантиметров.
А мне помню видео, когда я посвящала ему сравнение, написала женщина одна, что у нее Суга Юкидан до 14 сантиметров цветочек наращивал. Поэтому посмотрим. Это тоже растение я выхаживала. Не буду сейчас повторять. Я все рассказывала, когда о нем именно лично было видео. Выходила, тоже был один из первых моих реанимашек. И вот радует меня сейчас своим цветением. Вот так я попыталась их немножко подсобрать для вас, чтобы вы могли сравнить эти два растения. Вот Суга Юкидан, а это вот белая орхидея от фирмы Декорум, Голландия. И вы видите, да, характерные у него, во-первых, плотность Юкидана, он плотней. Это тоже орхидея, не такая тонкая, но она немножко мягче. Затем вот эти вот горизонтальные полосочки, как бы сгибы, характерны для Юкидана. Он как бы перегибается. Видите, вот эта полоса. Вытянут горизонталь. Более округлый цветочек. Сейчас. Вот так. Губки похожи. Также изящная губка с тоненькими усиками. И у Суга Юкидана изящная губка. Вот также вот колонка выдвигается. Вот губками они и усиками похожи. У Суга Юкидана есть розовое напыление на тыльной стороне цветочка. У этой орхидеи практически нет, только оттеночек. А у него, вот смотрите, видите, есть. Этим он также отличается. Это розовинка. Он не чистый, белый с тыльной стороны. И вот такая изящная у него тонкая дорожка губы. Обе орхидеи прекрасные, достойны внимания. Суга Юкидан цветун. Он цветет не один раз в год. Вот он осенью процвел. Сейчас вот дорастил снова зиму, цветет. И вот так вот он друг за другом выпускает, как я и говорила, вот у него получается из колена. Вот может каждая почечка процвести у него. И розеточки у них отличаются. Видите, здесь темно-зеленый лист, практически ровный. То Суга Юкидан имеет вот более узкое начало листа и потом расширение. Посажен он у меня 3,5 литра в закрытую систему. И у него есть трубочка. Вот она. Для аэрации нижних слоев. Беляночка, кстати, будет, вот сейчас я вам покажу, будет вот наращивать свой цветоносик. Вот. Он уже бутончики. В конце своего видео я хочу, чтобы вы полюбовались этими великолепными орхидеями, шикарными каскадами. Я их вот так вместе выставила и на память вам покажу этих красоток. И сама полюбуюсь. Вот они, прекрасные создания, которые будет у нас замечательные эмоции
которым мы восхищаемся, которые приносят в нашу жизнь радость, любовь, вечную весну. И на этой красоте я буду с вами прощаться, вам и вашим близким, вашим замечательным цветам я желаю здоровья. Здоровья, всем благополучия, всего самого-самого наилучшего. До новых встреч, до новых видео.